В Dead Rails игроки растут в двух лагерях. Одни — новички, которые на первых домиках бегут за каждым мусором, даже если ради этого нужно лезть прямо под поезд. Другие — опытные. Они держат темп, уверенно выбирают луты и в итоге уходят с полной сумкой золота. Сегодня узнаю, кто я: рискованный лутер без плана или хладнокровный фармер, который забирает все по стратегии. Правила простые, как рельсы в Dead Rails. Все золото, что встречу на пути, мое. Но продавать золото не буду. Абсолютный режим хомяка. За всю игру не продаю ни грамма золота. Кроме самого первого слитка, он идет в зачет старта. Прохожу полностью на серебре. И да, никаких багов, никаких читов, никаких хитрых обходов. Все по-честному, чтобы даже если разраб заглянет в реплей, он увидел чистую игру и, может быть, немного уважения. Старт в Dead Rails — это не просто выехать с респа и схватить первый попавшийся лут. У меня все по плану. Я начинаю на бронепоезде, уже с оружием на борту. Это дает уверенность с первых секунд. Сразу покупаю топливо, столько, чтобы хватило до первой деревни. Конечно, лутать золото. Первая деревня, там можно взять все вкусное и подготовиться к настоящей игре. Вообще, я люблю класса вампир. Судя по лобби, не я одна, сплошная орда вампиров. На первом десятке я лутаю только банк и сразу бегом за маслом. Много масла. После ружье и сотня патронов. И, конечно, заправка до следующего островка безопасности. Иногда везет так, что рядом с первым островком есть дом Теслы. Тогда я лутаю оружие, и начинается совсем другая игра. Быстрая, агрессивная, без права на ошибку. Каждое решение здесь как выстрел. Сделал, и дороги назад нет. Заранее говорю, все мое золото я складываю в пирамидку. И честно, интересно, что получится к концу катки. Почти как золотой тетрис, только круче. На серебро покупаю уголь и масло, чтобы бронепоезд не встал на полпути. И мчу из деревни в деревню. Иногда вообще проезжаю островки. На третьем острове безопасности у меня уже топливо до моста в Мексику, да, полный фарш. В деревню забегаю через толпу прямо в банк, прячусь за перегородкой и шарашу всех молниями. Табличку я забираю заранее. Лутаю банк, закидываю все в поезд, сразу дозаправляю до полного топлива, да, и рву дальше к следующей деревне на моем бронепоезде. Постоянно строю свою золотую пирамидку. Это почти как достижение мини-музея. На серебро покупаю масло. И да, масла реально много. Оно у меня и как бандаж, и как ускоритель, и как спасательный круг. Без него такой бешеный темп просто невозможно удержать. В общем, ребята, стратегия проста. Банки, боссы, а золото в пирамидку. Все честно, без багов, без читов. Вампир на бронепоезде. Есть в Dead Rails одна вечная комедия. Всегда найдется тот, кто ломится вперед, как будто в сундуке лежит билет на Марс, и начинает жадно лутать золото, пока остальные еще с зомби разбираются. В итоге куча зомби, он в нокауте, и вся команда вместо фарма занимается его реанимацией. А можно и наоборот. Сначала спокойно шарашишь всех зомби, зачищаешь территории, и только потом в темпе лутаешь золото. Тут вообще главное не жадничать. В Dead Rails экипа, и лута хватит на всех. Просто бери по мере надобности. И да, если играешь толпой, то облигаций может и не хватить. Так что хочешь фармить облигации на максимум, катай соло. А вот толпой это уже не про фарм. Это чисто ради фана, угара и того хаоса, который в Dead Rails мы все так любим. Короче говоря, вот вам информация из первых рук. Если соло гонять и чисто лутать банки с боссами, у меня стабильно где-то 96 облигаций за катку. И это прям норма темы.
1 раз прошел игру, и можно взять себе класс подороже. 3 раза прошел, купил поезд. Да, можно, конечно, попросить в лобби поезд, и иногда это даже работает. Но есть и поинтереснее движ. У меня на канале розыгрыши. Берем список участников, жмем кнопку рандома, и кому-то выпадает топ-класс или топ-поезд. Если, конечно, его можно подарить. Так что подписочка, участие, да, и реально урвать жирный приз. А заодно поболеть за других. Ну а я катаю по классике. Вампир на бронепоезде. Это просто имба. Лечусь, пока разношу все живое и неживое, и еду как танк на максималке. Ну что, ребята, финальная база. Опускаю мост, заряжаю все, что стреляет, и готова атаковать. Но финал тут — это не прогулка. Последний босс люто жмет, плюс нападают бандиты и зомби. И тут у меня всегда начинаются фейлы. Хотела однажды снять кино «Голиаф против Теслы». В общем, спойлер. Я не выжил никто, кроме зомби. Другой раз перед опусканием моста решила зарядить Теслу пистолет молниями. И сгорела на солнце, просто хэппи закончилась, бежала спиной, отстреливаясь, и улетела с моста, как мемный нуб. А еще когда-то стояла сверху на балке, и мост опустился, и раздавил меня. И вот, что-то монтирую это все и замечаю. В последней локации появился домик с закрытой дверью, прямо как в форте Конституции. Движения игроков тоже изменились, там стали плавнее, как будто разрабы что-то подкрутили. Так что срочно напишите в комментах, где лежит ключ от этой двери. Я проверяла с багом лошади. Там пусто. Может, теперь фарм слитков и облигаций будет идти только если дверь открыть ключом. Бэла бы, честно. И да, неплохой фикс для бага лошади. Сделайте так, чтобы слитки и облигации падали только при открытии замка или при взрыве двери красной бочкой или фейерверком, неважно. Главное вход через двери, а не сквозь стену. Тогда и фарм, и челлендж станут интересными. Так что жду от вас инфу, кто пробовал открыть эту дверь честно, ключом или бочкой. Может, именно ваш лайфхак спасет нам всем фарм. Ребята, смотрите, за всю катку я насобирала 52 золотых слитка и 2000 денег. Теперь у меня все есть, чтоб шарашить любых боссов, хоть одного за другим подряд. Но прикол в том, что если разделить все оставшиеся деньги на нашу пати из 9 человек, то каждому получит где-то по 550 денег. И это в общем норм. Ведь еще по дороге всегда попадается лут, и он бесплатный, не всегда же все покупаешь. Но на деле все происходит совсем иначе. Толпа в 10 человек. И вроде бы всем должно хватить. Но всегда находится один жадина, который быстрее всех лутает и ни с кем не делится. Еще и лечить друг друга многие забывают. Или еще хуже, забирают хп коктейлем, фейерверком, взрывами или даже капканом. В Rails PvP случается неожиданно. И нужно быть к этому готовым. У меня вот однажды прям в начале катки отобрали нож. Я бегала как без рук. Вообще фейл. Пришлось угонять поезд аж до замка вампиров, чтобы добыть новый нож. А еще у меня реально угоняли поезд. Это так неприятно, когда твой поезд уезжает без тебя. Но догнать его все-таки можно. Главное не паниковать и не залипнуть в текстурах. И тут самое главное, если спешишь, то очень быстро проиграешь. В Dead Rails все решают секунды. Рванул вперед без плана. И привет, ты уже вылетел из игры. Если не готов к PvP, то лутеры спокойно выкинут тебя с катки. А если еще и жадничаешь, команда может не помочь или вообще растащит весь лут и останешься ни с чем. Соревнование включается всегда. Практически на каждом боссе и в каждом банке начинается драка из 3 игроков. Особенно, если попался случайный тиммейт. Интереснее всего, конечно, играть с голосовым чатом и со своими друзьями в одной команде. Так можно реально тащить и строить тактику. Ну и напоминаю, на моем канале идет розыгрыш, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. И напишите в комментах, как вам такой формат роликов. Пока!